Всем привет! Мы снова рассматриваем новые материалы. Это материалы от Tiziana Deluxe. И одновременно мы хотели бы рассказать о нанесении декоративных штукатурок в ванную комнату. Это вот видео у нас ждали, несколько человек делали запросы. Коротко на вопросы. Можно ли наносить штукатурку декоративную в ванную комнату? Да, можно. Это даже очень большой плюс. Во-первых, по деньгам. Это гораздо дешевле. Во-вторых, это можно сделать самостоятельно. Плитку уложить самостоятельно проблематично. В-третьих, по работам. Даже если декоративную штукатурку вам наносит мастер, ну, скажем, маленький объем, да, ванная комната, это будет по городу Ижевску в среднем 1000 рублей за квадратный метр. А укладка плитки это в среднем 1500 за квадратный метр, плюс отдельно высверливать отверстия, напилить углы на 45 градусов. То есть штукатурка, она в любом случае выгоднее. И не только по деньгам, трудозатратам и финансовым затратам, но и еще это бесшовное полотно. То есть у вас полностью в круговую все абсолютно без шва. Ну, в отличие от плитки. Там все, наверное, знают затирка, затерли, и это с годами там начинается чернеть, грибок всякий расти в затирке. Если пользоваться эпоксидными затирками, то это гораздо дороже и проблематичнее. Поэтому рассматриваем штукатурку, и это актуально. Как подготавливать стены под нее? Если, допустим, нанесли штукатурку декоративную и покрыли ее лаком двухкомпонентным полиуретаном, то можно, по сути, и любую нанести штукатурку, и шелк в том числе. Но тогда под него будет идеальная подготовка. Но вообще, по сути, лаком покрыли, да, специально, хоть что вы там сделаете. Но шелк, я, честно, вот по ощущениям своим, я бы не стала туда тонкие покрытия, поэтому будем рассматривать фактурные. Под фактурную штукатурку особой подготовки не требуется, то есть не нужно стену идеально вылизывать, вышпаклевывать. Достаточно, чтобы была оштукатуренная стена. Например, цементно-песчаная, да, штукатурка нанесена. И можно уже наносить. То есть предварительно рекомендуется, например, кварцгрунт, как это называется. Мы сегодня пробуем грунтовку акриловую с мраморной крошкой. Для чего она? Она выравнивает поверхность стены, делает ее не темно-серую, например, а белую. И делает хорошее сцепление штукатурки декоративной со стеной. То есть легче наносится. Вот такой вот густой материал. Мы выравниваем цвет, наносим кварцгрунт. И если вы посмотрите поближе, то вы увидите там песчинки. Вот это как раз для сцепления. То есть эта грунтовка нам нужна для того, чтобы выровнять цвет и сделать более качественное сцепление. Наносим мы сегодня материал Александрия. Наносить будем. И таким очень достаточно легким способом, я думаю, что никакой проблемы не составит у вас его нанести тоже. Но для этого мы, в принципе, и снимаем, и мы на комментарии отвечаем на вопросы, если есть у кого-то вопросы. Конечно, ванная комната, это прям последнее время, это самый частый вопрос, чтобы показали и рассказали, что в ванной комнате. Да, штукатурка декоративная в ванной комнате, это хорошо. Мы сегодня рассмотрим этот вариант. Их масса. То есть я сейчас, например, наношу вам тут Александрию, это не значит, что надо именно Александрию. У нас есть и много других материалов, это и травертин, и лофт. Ну, то есть можно туда наносить. Просто нам ведь нужно не только рассказывать, нам нужно еще и материалы новые пробовать, и образцы делать, поэтому одновременно будем делать так. Покрыли в круговую, никакого рисунка, ничего не создаем, просто покрыли и ждем высыхания. Часа 4, я думаю, что мы подождем. После полного высыхания кварцгрунта мы будем наносить штукатурку. Очень легкий способ. Смотрите, накладываем маленьким шпателем на кельму штукатурку белую, немного, и наносим ее таким слоем, не толстый, не тонкий, миллиметр-полтора. Наносим полосочку. Дальше берем колерованную штукатурку. У нас ее два вида. Вы можете взять 3, 4, сколько вам угодно. Берем дальше колерованную и прямо вымешиваем ее в сырое. И можно вот так вот делать. То есть мы же плитку сейчас хотим, да, имитировать, что у нас ванная комната
наносим. И можно вот так вот. Дальше снова берем белую. И вы можете регулировать, какой вам цвет должен быть в приоритете. Белый или, например, голубой или какой там бежевый. И вот так вот наносим. Перемешку по очереди. Вот так. То есть не нужно создавать какую-то фактуру объемную, потому что если это у вас ванная комната, то лучше, если поверхность будет максимально без рельефа. Максимально без рельефа, потому что в рельефе копится вода и влага, вам это не нужно. Максимально без рельефа. Вот так. Дальше снова берем голубенькую, например, вот так, и вмешиваем туда прям сырую. Снова белую. Полностью поверхность заполнена штукатуркой, нет никаких пустот. Вы ее максимально приглаживаете, убирая рельеф, и даете ей высохнуть. Проверяйте, чтобы не было каких-то пустот, потому что их можно не заметить. Вот смотрите, здесь у нас белое слишком, да, я бы добавила сюда. То есть видим, например, что надо добавить, и пока сыра добавляем. Расход штукатурки в данном случае примерно килограмм на квадратный метр. Но он будет зависеть от того, насколько у вас готовая или не готовая стена. Если она у вас бугристая, ребристая, то расход будет выше. Может дойти до 1,5 килограмм. Поэтому стена все-таки по умолчанию худо или бедно должна быть такая приличная. Ну, штукатуренная, более-менее ровненькая. Совсем без подготовки тоже никак нельзя. Например, у вас ведь там, ну если это новостройка, да, вы можете зайти туда, загрунтоваться и сразу наносить. А если это вторичное жилье, у вас была когда-то там плитка или старая краска, вы это все счищали. Например, плитку снимали, у вас остатки плиточного клея. Это все нужно счистить и заштукатурить. Совсем без подготовки нельзя, если только это не новый дом построенный и оштукатуренный. Во вторичке всегда нужна подготовка. Это ответ спрашивали, как готовить. Стена должна быть более-менее оштукатуренная. Даем ей полностью высохнуть и дальше покроем лаком двухкомпонентным. После полного высыхания штукатурки декоративной, напомню, что мы делаем ее в ванную комнату, можно посмотреть, все ли вас устраивает. Например, или вы где-то хотите сделать посветлее, потемнее, или третьего цвета добавить. Можно еще слой положить, если хотите. Если вас устраивает, то оставляем. Трогаем на руку, чтобы не царапала рука. То есть мы вот ее почистили кельмой. Если есть где-то острые края, можно торцом кельмы вот так почистить. Шкурить мы не шкурим. Сами по себе мы не шкурим, мы чистим. И стараемся нанести сразу так, чтобы потом вот это не шкурить. Царапинки не очень любим. Теперь мы будем использовать лак. То есть в чем, собственно, для ванной комнаты преимущество штукатурки декоративной? Лак вот такой вот он, двухкомпонентный. Полиуретановый на водной основе. У него срок эксплуатации 25 лет. Плитка столько не живет. И он предназначен именно для ванной комнаты, полов, для зоны с прямым попаданием воды. Этот лак идет в комплекте с отвердителем. Вот этот лак можно колеровать, напомню. Мы его колеровать не будем сегодня. И в него вот такой вот отвердитель. Он идет в комплекте, продается. Он есть у нас
И вот тоже хочу еще уточнить. Часто пишут в комментариях, подскажите адреса где-то в городах. Вы можете у нас это все прямо заказать. Вы можете, вот в описании есть все ссылки, где с нами можно выйти на связь. Мы все вам подберем, и цвета, и все. Мы работаем в онлайн режиме, в том числе и по скайпу, и всяко. То есть мы можем вам все это помочь, подобрать, укомплектовать и отправить. Вот такой отвердитель. Процентное соотношение. Здесь вот, например, лака 800 грамм, а здесь 200 грамм. То есть 20% отвердителя, вот так будем считать, 20% отвердителя. Мы не будем размешивать вот это все, потому что у него срок эксплуатации, в данном случае, когда вы его развели, 4 часа вы должны его нанести. Поэтому рассчитывайте площадь. На 2 слоя вот этого лака рассчитано на 7-10 квадратных метров. 7-10. Так как у нас здесь ни 7, ни 10, мы берем шприцом маленьким дозировку. Сначала мы наливаем лак непосредственно. Мы возьмем сюда 4 кубика лака. Набираем. Кстати, инструменты после этого моются водой. Вот как вы только нанесли, например, валиком нанесли, сразу же водой моем, не оставляем сохнуть. Так, мы взяли 4 кубика лака, и если нам 20% нужно, то это будет 1 кубик, грубо говоря, отвердителя. Он прозрачный, пахнущий, но этот запах выветривается в первые сутки буквально. Берем 1 кубик. Но он не сильно пахнет. Ну нет, он не сильно пахнет. Так, терпимо. Ну, я имею в виду по сравнению с акриловыми лаками. Теперь вот это хозяйство нам нужно перемешать. Сейчас, минуточку. Вот мастихин наверху. Так, мы вот это перемешиваем, и получается такая смесь. Видите, нам мало совсем нужно. Совсем чуть-чуть. Мы вот это вот очень хорошенечко перемешали и наносим с помощью валика на штукатурку. Этот лак вы наносите только тогда, когда вас полностью устраивает весь внешний вид. Только в этом случае вы наносите лак, потому что после лака вы уже ее не поправите. Придется по новой все делать. Маленьким валиком, чистеньким, без всяких там мусоров. И наносим. Наносим в 2 слоя. Если хотите, то можно наносить в 3. И раскатываем просто вот. Защищаем. Вот таких вот слоев нужно будет 2. Просто покрываем и все. Ничего не надо. Как будто представьте, что это обычный лак. Как будто бы вы красите. После высыхания первого слоя проходит 4 часа, и можно наносить второй слой. Полное высыхание идет примерно 2 суток. Полное высыхание. А между слоями 4 часа. То есть через 4 часа вы сможете нанести еще 1 слой. Лак двухкомпонентный, полиуретановый. Чем отличается он от других? Например, тоже вопрос задавали, морилкой можно ли. Ой, не морилкой. Сейчас дайте памяти мне. Как она там? Лак-то этот яхтный. Он же вообще вонючий, он вредный. Он испарение, мне кажется, пускает. Да и потом он не предназначен по декоративной штукатурке, он больше все-таки по дереву. Поэтому давайте будем материалы использовать по назначению. Декоративная штукатурка для того, чтобы нанести декоративные эффекты. Лак для декоративной штукатурки, для ванных комнат, он используется для декоративной штукатурки. Там по камню, бетону может быть он. Вот и все, валиком прокатываем, она впитывается и все. Валик, я лак полностью израсходую, который развели, чтобы он у нас в баночках не оставался. Вот еще тоже вернемся к тому, что материалы нужно использовать по назначению. Если по дереву идет покрытие, то пусть оно будет по дереву, его для этого изобрели. Если написано, что он для ванных комнат, значит он для ванных комнат. В данном случае. Вот все, он начинает уже прилипать у нас. Все. Изображение, вот какой-то фон, цвет, это не обязательно вот так. Вы можете как угодно нанести. Вы можете ее диагонально, вертикально, и фактурно, и всяко, но желательно, чтобы крупной фактуры не было. Потому что вот эти поры, когда крупная фактура создается в порах, по моему мнению, копится влага.
Даже если она не проникает вглубь штукатурки, то в порах-то она все равно копится. Поэтому старайтесь как можно гладше использовать для ванных комнат декоративные штукатурки фактурные, которые выдерживают слои, и наносить сверху лаком двухкомпонентным. Если будут у вас вопросы, вы их пишите в комментариях. Не забывайте на нас подписаться и поставить лайк. А также есть все ссылки в описании, где можно заказать товар. Всем пока!